Добрый день, уважаемые зрители! Приветствую вас на своем канале. Меня зовут Анна. Давно меня здесь не было, наверное, более месяца. В связи с существующей ситуацией в мире, тем более в моей родной Украине, в которой остались родители и родственники, и они отказались наотрез выезжать со страны. Тяжело было заниматься чем-либо, тем более каналом. И знаете, я здесь не хочу поднимать острые на сегодняшний день темы, но хочу попробовать помочь вам переключиться с той ситуации, в которой находится каждый из вас, и помочь хотя бы немножко расслабиться. Я не знаю, будет ли уместно это видео или нет, но я попробую. Сегодня вашему вниманию я хочу представить новинку от Taroteka Studio The World of the Visions Tarot от создателей таких колод, как Таро Темного Особняка и Мудрость Элементалей. Долго ко мне шла эта колода, у которой были приключения, прежде чем она попала ко мне в руки, но наконец-то она дошла. Предзаказ колоды начался где-то в конце 2021 года, высылать начали в феврале. Художником является Лукаш Щенкевич, тот самый, один из художников, который создавал Таро Мудрость Элементалей. Колода поставляется вот в такой матовой коробке с магнитной застежкой, с золотым тиснением. К сожалению, на коробке остаются следы от пальцев. Я не знаю, мне кажется, свет мне не позволяет вам продемонстрировать свои отпечатки пальцев на коробке. Внутри также золотое тиснение. МБК в колоде нет, поэтому мы переходим сразу к картам. У меня глянцевая стандартная версия с золотым срезом. Существует еще стандартная матовая версия с черным матовым срезом, большая матовая версия с золотым срезом и лимитированная версия в деревянной шкатулке с мешочком и двумя дополнительными картами дьявола и суда. Выбрала я именно глянцевую версию только из-за того, что мне нравилось сочетание рубашки, цветовое сочетание рубашки и среза. Ну, знаете, также мне хотелось больше яркости в этой колоде, потому что, как вы знаете, матовое покрытие, оно приглушает цвет. Но не вижу я эту колоду, как, собственно, и Таро Мудрости Элементалей в матовой версии. А вот Таро Темного Особняка очень даже круто выглядит с матовым покрытием. В колоде имеется дополнительная карта с будущими колодами от издательства. Это Таро Славянских Легенд, которая должна выйти в конце этого года, и она будет нарисована художницей Таро Темного Особняка Магдаленой Качан. Это у нас карта башни. С обратной стороны карта необычной колоды, которая выйдет в 2023 году и будет состоять из 4 наборов старших арканов. Мне кажется, что это карта Аркан Отшельник. Итак, как мы видим, у колоды золотой глянцевый срез, который не осыпается, не остается на руках и на рабочем месте. Карты глянцевые. Качество картона. Я не могу сказать, что, вы знаете, я в диком восхищении от качества картона, так как была в 2 французских колод. Это Lumina Tarot, французская версия, и Starchild Tarot. Тоже там очень был крутой, просто бесподобный картон. Здесь я могу сказать, что плотность и толщина картона среднее. Качество печати и цветопередачи отличные. На каждой карте есть рамка, от чего не будут в восторге практики, которые любят безрамочные карты. Рубашка выглядит следующим образом, в витражном таком вот стиле. На этот раз нет дополнительных ее версий, как это было в предыдущих колодах. Знаете, стиль колоды довольно специфический, и не всем он может понравиться. Ну что ж,
Давайте переходить к изобразительному ряду нашей колоды. Итак, поехали. Шут. Так, как мы видим, вместо собаки у нас здесь лисенок, а вместо солнца луна. Маг. Вот мне кажется, что он только открыл и познал свою силу, и поэтому такой хаос вокруг него. Верховная жрица. Она вся такая холодная, закрытая, ну, как и должно быть. Силу свою черпает, как я понимаю, с мужского и женского начала, которые находятся в балансе. Императрица, да, красивая, умиротворенная, беременная, со всем символизмом. Олень у нас символизирует созидание, а оленьи рога вот у нее на голове плодородие. А снегирь – это символ стойкости, целеустремленности и надежды. Император. Иерофант. Влюбленные. Посмотрите, как здесь много стихии огня, да, и даже цвет витражей тоже нам указывает вот такой, имеет такой огненный цвет. Также у нас есть немножко стихии воды, который символизирует кубок, и также воздух, который символизирует перо. Колесница. Ребята, то, что я говорю касаемо символизма и моего видения карт, это только мое субъективное мнение. Сила. Да, вот что интересно, аркан сила имеет астрологическое соответствие Солнца. А вот пантера – это лунное животное. И она также олицетворяет силу и агрессию, но не разделяет солнечную символику. Знаете, вот смотря на эту карту, чувствуется вот такая сильная уверенность в себе. Ну и очень интересно нам представлен символ бесконечности. Отшельник. Смотрите, у него закрыты глаза, да, что прямо нам указывает на то, что ищи истину в себе. Колесо фортуны. Посмотрите, девушка здесь, я так понимаю, это она как слепая. Она не видит, кто перед ней. Она просто крутит колесо тогда, когда нужно. Справедливость. Обратите внимание, что чаши весов находятся не на одном уровне. А также вот здесь вот этот хаос нам указывает, прямо указывает на документы и бумаги. Повешенный, такой весь в паутине. Смерть. Да, вот смотрите, цепи символизируют освобождение от старых оковов, от того, что больше нам не служит.
Умеренность. Очень необычная карта. У нее одно крыло огненное, а другое водяное. Дьявол. Башня. У меня, кстати, ассоциации с арканом башня с черного гримуара. Звезда. Луна. Очень говорящая карта, да, что-то скрытое, тайное и не такое, как нам кажется на первый взгляд. Очень классно выражена двуличность. Да, и фазы Луны. Солнце. Суд. Мир. Обратите внимание, что девушка, она не находится в ограничении, которое создает этот венец. Туз жезлов. Двойка жезлов. Тройка жезлов. Четверка жезлов. Пятерка жезлов. Какой интересный узор эти жезлы создают. Шестерка жезлов. Семерка жезлов. Восьмерка жезлов. Девятка жезлов. Десятка жезлов. Кстати, человек на карте и не выглядит уж таким и уставшим. Паж жезлов. Рыцарь жезлов. Королева жезлов. Король жезлов. Туз чаш. Двойка чаш. Кстати, касаемо жемчужины. Считалось, что жемчужина, она образуется вследствие пробивания раковины молнией, поэтому она рассматривалась как соединение огня и воды, и как двух оплодотворяющих начал, и она является символом рождения и возрождения. Тройка чаш.
4 чаш. Да, она смотрит на кубок и думает, нужно ли воспользоваться возможностью. 5 кубков. Шестерка кубков. Семерка кубков. Восьмерка кубков. Да. Уход, также о чем нам дополнительно говорит полнолуние, да, как символ завершения очередной главы в жизни. 9 кубков. Десятка кубков. Паж кубков. Рыцарь кубков. Королева кубков. Король кубков. Туз мечей. Посмотрите, настолько здесь все детально прорисовано. Двойка мечей. Тоже очень интересно изображен аркан. Мечи не скрещены, а глаза не закрыты. Да, поэтому, принимая решение, она может пользоваться не только внутренним чутьем, но и, собственно, логикой. Собственно, тем, что она видит. Тройка мечей. Четверка мечей. Кстати, очень похожа на десятку мечей. Пятерка мечей. Шестерка мечей. Семерка мечей. Восьмерка мечей. Девятка мечей. Десятка мечей. Кстати, сейчас покажу одну вещь. Интересно, согласитесь ли со мной или нет? Паж мечей. Рыцарь мечей. Королева мечей. Вот смотрю я на мечи, особенности на королеву мечей, и у меня складывается впечатление, что мечи взято с Таро мудрости элементалей. Там очень много карт, которые перекликаются с этой колодой. Там также было в мечах зима и персонажи азиатской национальности. Король мечей. Туз пентаклей.
Двойка пентаклей. Да, вот смотрела на эту карту, и нет какого-то такого впечатления, что она пытается, знаете, вот этими двумя пентаклями жонглировать. Создается впечатление, что она пытается удержать другую возможность, используя первую свою возможность. И, как по мне, ей очень даже неплохо. Тройка пентаклей. Четверка пентаклей. Пятерка пентаклей. Да, если люди в классике не видят возможностей, то у меня впечатление, что этот дедуля, он видит возможность, он видит дверь, куда может пойти, согреться и укрыться от дождя. И он, собственно, идет туда. Шестерка пентаклей. Семерка пентаклей. Восьмерка пентаклей. Посмотрите, это в большинстве не компьютерная графика. Я не знаю, видно ли вам вот по деревьях, что это рисовано все вручную. По крайней мере, вот эти пейзажи. Девятка пентаклей, да, мы здесь видим павлина, который является символом славы и величия, процветания и богатства. Но также гордости и тщеславия, что, собственно, мы можем воспринимать как теневую сторону карты. Десятка пентаклей. Паж пентаклей. Знаете, такое впечатление, что он смотрит на тебя с презрением и говорит: а деньги есть, а если найду. Честно говоря, мне со всех мастей наибольше нравится масть пентаклей. Она, знаете, какая-то такая вот теплая, у нее теплая цветовая гамма, здесь очень много природы и зелени. И король пентаклей. Подводя итоги, могу сказать, что колода интересная. Кому-то здесь могут не понравиться рамки, может не понравиться вот такой стиль фэнтези. Она в некоторых моментах перекликается, как я уже говорила, с Таро мудрости элементалей. Я еще сделаю сравнительный обзор изобразительных рядов обеих колод, чтобы каждый из вас мог решить, какую колоду приобретать или вообще приобретать. Честно говоря, я ожидала большего, но это не значит, что колода плохая. Просто у меня, знаете, не было вот такого дикого восторга, который был при двух предыдущих колодах. Знаете, такое впечатление, что издательство не успевало с релизом славянской колоды и быстренько на коленке нарисовали Таро Мир Видений. Пожалуйста, напишите, как вам эта колода, понравилась она или нет. А я благодарю вас за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.